И еще, мы послали Марии и ее матери предсудебное уведомление, чтобы она публично в 7-дневный срок опровергла всю ложь, которую она и ее мать заявили в интервью Собчак и другим. На это пару дней назад ее мать написала, что им терять нечего. Сама Мария пока ничего не ответила, поэтому будем подавать в суд в 3 странах. В Эмиратах по месту событий, в Норвегии, где они дали интервью, и в Украине, где они врали на телевидении. И вы думаете, за все свои слова вы не будете нести никакую ответственность за всю вашу клевету? Вы будете обязательно нести ответственность. Представьте себе ситуацию, от которой по коже бегут мурашки. На скамью подсудимых может сесть не хладнокровный преступник, а главная героиня, нашумевшей на весь мир драмы. И судить ее будут сразу в 3 странах. Не в одной, не в 2, в 3 разных государствах одновременно. Объединенных Арабских Эмиратах, Норвегии и на Украине. 3 точки на карте мира, разделенные тысячами километров, разными правовыми системами и культурами, оказались связаны воедино одним запутанным, скандальным и до нельзя противоречивым делом – делом Марии Ковальчук. Что же на самом деле скрывает эта история, о которой яростно спорят и судятся на противоположных концах планеты? Почему официальное заключение полиции Дубая не поставило жирную точку в этой драме, а лишь запустило глобальную охоту за правдой, где каждый считает правым только себя? И как так вышло, что девушка, которую весной 2025 года нашли израненной на обочине дороги, сегодня рискует оказаться не той, за кого себя выдает, а обвиняемой в серьезном преступлении? Все началось 19 марта. В этот день 20-летнюю украинскую модель, известную по работе на платформе OnlyFans, обнаружили в Дубае с чудовищными травмами. Множественные переломы рук, ног. Позвоночник, по словам ее матери, сложился как гармошка. Скальпированная рана на голове. Она была обездвижена и не могла говорить. Врачи месяцами боролись за ее жизнь. А когда Мария наконец вышла из комы и заговорила, мир услышал историю, от которой стынет кровь. Историю, которая потрясла интернет и мгновенно разделила общественность на 2 непримиримых лагеря. Но что же произошло в ту роковую ночь? Мария обвинила во всем компанию молодых людей, с которыми провела вечер накануне трагедии. 5 человек – Милена Долганова, Александра Мерцалова, Артем Попазов, Александр Лаптинский и Максим Крашенинников – оказались в эпицентре обвинений. Их назвали преступниками, насильниками, чуть ли не убийцами. Их семьи подверглись жесточайшей травле. Их репутации были растоптаны в прямом эфире перед миллионной аудиторией, и теперь они требуют справедливости через суд. Сразу через 3 суда в разных странах мира. Иски о клевете, обвинения в ложном доносе, требования компенсаций, которые исчисляются сотнями тысяч, по прогнозам юристов, от 100 до 250 тысяч норвежских крон за каждого из 5 истцов. В Эмиратах на кону могут стоять штрафы до 1 миллиона дирхамов, депортация и даже тюремный срок за оскорбление правоохранительных органов. Разбирательство обещает быть долгим и мучительным, растянувшись как минимум на полгода. Кто врет? Кто говорит правду? Где заканчивается трагедия и начинается холодный, циничный спектакль, разыгранный на публику? Почему камеры видеонаблюдения, которые досконально изучила полиция, не зафиксировали той драмы, о которой так эмоционально кричат в каждом интервью? Почему украинские правоохранительные органы, получившие все материалы этого дела, до сих пор хранят гробовое молчание? И главный, самый абсурдный вопрос, который взорвал интернет: почему человек, который утверждает, что спасался от смертельной опасности, находит время, чтобы зайти в магазин, купить и съесть мороженое? То, что вы услышите дальше, заставит вас переосмыслить само понятие слова «скандал». Потому что в этой истории каждая, даже самая незначительная деталь – это ловушка. Каждое сказанное слово – это оружие. А правда может оказаться совсем не там, где ее так отчаянно ищут миллионы. Добро пожаловать в дело, которое судят 3 страны одновременно. Дело, где пострадавшая может стать обвиняемой. Дело Марии Ковальчук. До того, как ее имя прогремело в криминальных сводках по всему миру, 20-летняя украинка Мария Ковальчук была одной из тысяч девушек, штурмующих цифровые вершины платформы OnlyFans. Это мир, где откровенный контент, помноженный на привлекательную внешность и толику везения, может приносить весьма солидный доход. Сама Мария в интервью Ксении Собчак признавалась, что ее заработок составлял около 2-3 тысяч долларов в месяц или порядка 200 тысяч рублей.
Не миллионы, о которых мечтают новички, глядя на топов вроде Blac Chyna с ее 20 миллионами долларов в месяц, но вполне достаточно для жизни, наполненной путешествиями, брендовыми вещами и ощущением успеха. Дубай, город золотых небоскребов и безграничных возможностей, манил Марию, как и многих ее коллег по цеху. Это глобальный хаб, где пересекаются огромные деньги, влиятельные люди и девушки, готовые на все ради красивой жизни. Для многих моделей работа в Эмиратах – это не только фотосессии на фоне Бурдж-Халифы, но и участие в закрытых мероприятиях, где щедрые спонсоры готовы платить за приятную компанию. Это опасный, но невероятно прибыльный бизнес, где грань между эскортом и модельным бизнесом стирается до неузнаваемости. Но как именно Мария оказалась в центре этой истории? Здесь показания снова начинают путаться. В интервью Собчак она заявляла, что прилетела в Дубай для создания красивого контента для социальных сетей и не собиралась заниматься ничем предосудительным. Однако уже во втором интервью, данном украинскому блогеру, цель поездки меняется на чисто туристическую – отпраздновать день рождения. А по данным некоторых СМИ, которые ссылаются на ее знакомых, Мария и вовсе отправилась одна на вечеринку к незнакомым людям. Как бы то ни было, 11 марта 2025 года Мария не смогла вылететь в Таиланд. По ее словам, проспала рейс. Застряв в Дубае, она случайно встретила в лобби отеля молодого человека по имени Артем, с которым незадолго до этого познакомилась в караоке. Слово за слово, и вот уже Мария оказывается в номере на 18 этаже в компании Артема и его друзей. И именно с этого момента начинается обратный отсчет до трагедии, которая навсегда изменит жизнь всех участников этой истории. Что же на самом деле произошло в номере 1807 отеля Five Jumeirah Village? Здесь мы вступаем на территорию, где факты тонут в океане взаимных обвинений и откровенной лжи. По версии Марии, озвученной в многочисленных интервью, вечер быстро перестанет быть томным. Парни, по ее словам, стали агрессивными, начали унижать ее, заявляя, что она принадлежит им, и не выпускали из номера. Девушки, которые также находились в компании, не только не помогли, но и якобы участвовали в травле. Одна из них, Александра Мерцалова, по словам Марии, даже ударила ее по лицу и ушла в ее платье. Однако у второй стороны конфликта своя, кардинально отличающаяся правда. Они утверждают, что Мария сама вела себя неадекватно, говорила о внутренней пустоте и даже пыталась перелезть через балкон к соседям. Картина вырисовывается совершенно иная, не невинная пленница, а девушка в глубоком эмоциональном кризисе, возможно, усугубленном алкоголем или чем-то еще. Кульминацией той ночи, по словам Марии, стал ее побег из номера. Она утверждает, что, спасаясь от агрессии, выбежала в одном гостиничном халате и скрылась на ближайшей стройке. Там ее якобы настигли, избили до полусмерти и сбросили с высоты. Последнее, что она помнит — вспышка боли и темнота. Очнулась она уже на дороге, останавливая машину и умоляя о помощи. Но и здесь возникают неудобные вопросы, на которые у стороны обвинения нет внятных ответов. Почему камеры видеонаблюдения отеля, которое досконально изучила полиция Дубая, зафиксировали лишь одинокий выход Марии из здания? Никакой погони, никаких преследователей. Где разрыв между рассказанной драмой и сухими фактами с пленки? Самой большой загадкой становятся те самые 5 часов, которые якобы выпали из ее памяти. В первом интервью Мария и ее мать уверяли, что телефон был при ней, но она не звонила. Это вызвало шквал критики. Как можно, находясь в смертельной опасности, не попытаться позвать на помощь? И тут, как по волшебству, во втором интервью версия резко меняется. Оказывается, телефон отобрали вместе с остальными вещами. Эта заплатка в сценарии, призванная закрыть логическую дыру, породила новое, еще более абсурдное противоречие. Мать Марии, Анна, в попытке объяснить 5-часовой провал, добавила шокирующую деталь. За это время Мария успела зайти в магазин и купить мороженое. Представьте себе картину. Девушка, босая, в одном халате, в панике убегает от преследователей, которые, по ее словам, хотят ее убить, и в этот момент она решает сделать перерыв на десерт. Это действие настолько несовместимо с инстинктом самосохранения, что рушит всю логику повествования. Как она оплатила покупку, если телефон по новой версии был отобран? Этот эпизод с мороженым стал для многих символом всей истории, клубка лжи,
который запутался настолько, что распутать его уже невозможно. Сама Анна, кажется, осознает нелепость ситуации, восклицая в разговоре с журналистами: «Ну просто тоже, зачем ей нужно было в этой ситуации мороженое? Тут вообще, ну просто какой-то мрак». Этот мрак окутывает всю историю. Где она была эти 5 часов? Если память отказала только настройки после удара по голове, то все, что было до этого, она должна помнить. Но ответов нет. Вместо них встречные вопросы. А где записи с камер видеонаблюдения? Классический прием ухода от ответственности, когда нет аргументов. История фабрикуется на ходу, обрастая все новыми, еще более фантастическими деталями. И каждая новая деталь не проясняет, а лишь глубже погружает нас в трясину противоречий, из которой, кажется, уже нет выхода. Эмоции могут лгать. Слезы можно подделать, но человеческое тело, его кости и ткани зачастую рассказывают куда более честную историю. Анна и Мария Ковальчук выложили на стол свой главный козырь – медицинские выписки из дубайской больницы. Расчет был прост. Перечень ужасающих диагнозов должен был шокировать публику и не оставить сомнений в том, что девушка пережила жесточайшее избиение. Но они, похоже, недооценили зрителя. Медики и судмедэксперты, изучив опубликованные документы, пришли к выводам, которые не просто ставят под сомнение, а практически уничтожают версию о нападении. Ключ к разгадке кроется в характере основных травм, которые и приковали Марию к инвалидному креслу. Это компрессионные переломы позвоночника. Позвонки, говоря простым языком, сложились как гармошка, и переломы обеих ног в области лодыжек и голеностопа. Любой травматолог скажет вам, это классические травмы прыгуна. Человека, который прыгнул с высоты и приземлился на ноги. Именно ноги принимают на себя первый удар, а затем по инерции сокрушительная сила идет вверх по скелету, сжимая позвоночник. А теперь давайте на секунду включим логику. Если человека, находящегося без сознания, как утверждает Мария, сбрасывают с высоты, он падает как мешок с картошкой. Тело не группируется, оно не пытается инстинктивно выставить ноги, оно падает плашмя на спину, на бок, на живот. Результатом были бы совершенно другие, куда более фатальные повреждения. Чтобы приземлиться на ноги, нужно прыгнуть самому. Этот факт, подтвержденный специалистами, стал тем камнем, о который разбилась волна общественного сочувствия. Но как же быть с другими травмами? Например, со знаменитой скальпированной раной на голове. Мать Марии Анна не раз намекала на то, что это след от ножа. Однако врачи, видевшие шрам, отмечают его рваные края, не характерные для ровного пореза лезвием. Здесь на сцену выходят другие, куда более прозаичные и оттого более пугающие версии. Что если волосы Марии, лежащей на земле, намотала на колеса проезжающей машины? Или если допустить, что она в измененном состоянии сознания забралась в какой-то механизм на остройке, например, в мини-бетономешалку? Волосы могло затянуть во вращающийся элемент. Звучит дико. Не более дико, чем история про мороженое. И вишенка на этом торте из противоречий – отсутствие серьезных черепно-мозговых травм. Мария утверждает, что потеряла сознание от удара по голове. Но в медицинских документах нет ни слова о переломе черепа или обширных гематомах. И есть повреждение мягких тканей, тот самый скальп, но это не та травма, которая гарантированно выключает сознание на несколько часов. А если не было удара, то откуда взялась амнезия? Может, ее причина кроется не в насилии, а в веществах, которые могли быть в крови Марии в ту ночь? Вопрос остается открытым. Стратегия Ковальчуков становится предельно ясна. Взять реальные, задокументированные травмы и подвести под них выдуманную, душераздирающую историю. Расчет был на то, что никто не станет вникать в медицинские термины, что ужасающие диагнозы сами по себе станут приговором для мажоров. Но расчет не оправдался. И теперь, когда медицинские улики говорят не в их пользу, на первый план выходит другой, не менее важный аспект этой драмы – медийная война. Как только Мария пришла в себя, ее мать Анна развернула бурную деятельность в медиапространстве. Но эта кампания с самого начала вызывала больше вопросов, чем сочувствия. Первое большое интервью было дано российской журналистке Ксении Собчак. Анна объясняла этот выбор тем, что в деле замешаны граждане России, и она надеялась на общественный резонанс именно в этой стране.
Однако вскоре выяснилось, что параллельно велись переговоры и с украинским блогером Алексеем Сухановым, которому, по всей видимости, был обещан эксклюзив. Когда интервью с Собчак вышло первым, Суханов почувствовал себя обманутым. В своем эфире, уже не сдерживая эмоций, он фактически обвинил Анну во лжи и меркантильности. Его тон из сочувствующего мгновенно превратился в обвинительный. «Вы идете к маньякам рассказывать про их маньяков», — бросал он в лицо Анне, упрекая ее в том, что она говорит с прокремлевской блондинкой на русском языке. Конфликт двух журналистов за право первым рассказать эксклюзивную историю вскрыл циничную изнанку этого дела. Оказалось, что человеческая трагедия — это товар. Ходовой товар, который можно выгодно продать тому, кто больше заплатит или обеспечит максимальный охват. Рейтинги, просмотры, донаты на борьбу за справедливость — все это превратилось в жестокий и невероятно прибыльный бизнес. Именно в этих двух интервью, как в кривом зеркале, отразилась вся противоречивость позиции семьи Ковальчук. Версии менялись на ходу, подстраиваясь под неудобные вопросы. Противоречия с целью поездки, история с телефоном, абсурдный эпизод с мороженым — все это выглядело как отчаянные попытки залатать дыры в наскоро сочиненном сценарии. Анна, отвечая на каверзные вопросы, постоянно уходила от прямых ответов, переключая внимание на эмоции или встречные обвинения. «А где видео?» Этот вопрос стал ее универсальным ответом на любую нестыковку в показаниях. Но главный прокол, который, возможно, и стоил им доверия публики, это скрытый отчет полиции Дубая. И сама Мария, и вторая сторона конфликта утверждали, что у нее на руках есть полный отчет о расследовании, который она даже рассылала участникам событий с угрозами. Но ни в одном из интервью этот документ так и не был показан. Вместо фактов и доказательств зрителю предлагали поток обвинений, слез и постоянно меняющихся версий. Возникает закономерный вопрос: если отчет полиции подтверждает вашу правоту, почему вы его вскрываете? Ответ кажется очевиден. Но чтобы понять всю картину, нужно выслушать и другую сторону, тех, кого без суда и следствия назначили виновными. Пока Мария и Анна Ковальчук раздавали интервью, собирая донаты и сочувствующие комментарии, 5 других участников той ночи хранили молчание. Но это было затишье перед бурей. Когда стало очевидно, что их имена безвозвратно смешаны с грязью, а репутации растоптаны на глазах у миллионов, мажоры решили нанести ответный удар. И удар этот оказался куда более выверенным и болезненным, чем можно было ожидать. Их версия событий с самого начала разительно отличалась от душераздирающей истории Марии. По словам участников вечеринки, девушка сама вела себя странно, говорила о внутренней пустоте, а ее эмоциональное состояние вызывало беспокойство. Никакой агрессии, никакого насилия, лишь попытки успокоить гостью, которая, казалось, находилась на грани нервного срыва. Но кто поверит золотой молодежи, когда на другой чаше весов искалеченное тело и слезы матери? Понимая это, они попытались решить дело миром. Одна из участниц, 16-летняя Милена Долганова, связалась с Анной Ковальчук. Она не угрожала, не требовала, а предлагала. Предлагала в течение недели сделать публичное опровержение, признать, что обвинения были ошибкой, и тем самым избежать судебных тяжб. В своих сообщениях, по совету юристов, она даже привела примерные суммы компенсации, которые им могут присудить в суде. Речь шла о десятках тысяч долларов. Это была не угроза, а холодный расчет и последнее предупреждение. Остановитесь, иначе будет поздно. Но Анна Ковальчук восприняла это именно как угрозу. «Норвегия уже занимается вами», — отрезала она в ответ, обрывая все пути к мирному урегулированию. Этот ответ стал точкой невозврата. Мажоры поняли, что договориться не получится. И тогда они задействовали свою тяжелую артиллерию юристов. Были поданы иски о клевете. Не один, а сразу в 3 странах. В Объединенных Арабских Эмиратах, по месту событий, где полиция уже вынесла свой вердикт. В Норвегии, где Мария и ее мать давали скандальные интервью, распространяя свою версию на европейскую аудиторию. И на Украине, на родине Марии, где они уступали на телевидении. Это была тотальная юридическая война на всех фронтах. Цель не просто отстоять свою невиновность, которая, по их словам, уже доказана документами из Дубая, а заставить Ковальчуков ответить за каждое слово, за каждую слезу их родных, за каждую бессонную ночь. «Мы хотим только правду и больше ничего»,
заявила Милена Долганова. «Мы уверены, что суд будет на нашей стороне, так как закон на нашей стороне. Если бы на нас не клеветали, то мы не стали бы связываться, но мы вынуждены защищать свою репутацию и свои семьи». В этот момент на авансцену вышел и Артем Попазов, тот самый знакомый, с которого и началась вся история. В своем видеообращении он предстал в образе, который комментаторы окрестили Сашей Белой 2.0, уверенный, дерзкий и с отрицательной харизмой, но за внешней бравадой скрывались конкретные факты. Он заявил, что в распоряжении полиции Дубая есть видеозаписи, на которых запечатлен прыжок Марии с большой высоты. Он рассказал, что власти Эмиратов оплатили ее лечение, чтобы не портить имидж страны. И он задал главный вопрос: кто в этой истории на самом деле был охотником, а кто жертвой? Ведь именно Мария тайно снимала его на видео в караоке. Именно она, по его словам, проявила инициативу к знакомству. Была ли их встреча в отеле случайной, или это была хорошо спланированная ловушка, которая в итоге захлопнулась совсем не так, как ожидалось? Судебная битва, развязанная мажорами, стала беспрецедентной по своему масштабу. Это не просто иск, это юридическая стратегия, рассчитанная на то, чтобы загнать оппонентов в угол, где бы они ни находились. Каждый из 3 фронтов имеет свою цель и свои особенности. Фронт первый – Объединенные Арабские Эмираты. Это главный козырь обвиняемой стороны. Здесь уголовное дело официально закрыто. Полиция провела расследование и пришла к выводу: состава преступления нет. Травмы получены в результате падения с высоты без постороннего вмешательства. Для дубайской правовой системы все ясно. Любые дальнейшие обвинения со стороны Ковальчуков в адрес полиции Эмиратов могут быть расценены как клевета на государственные институты, что карается драконовскими штрафами и реальными тюремными сроками. Для Марии и Анны въезд в эту страну, скорее всего, закрыт навсегда, и это их самое слабое место. Фронт второй – Норвегия. Почему именно здесь? Потому что именно в Норвегии, находясь в статусе беженцев и проходя реабилитацию, Мария и Анна раздавали свои самые громкие интервью европейским СМИ. С точки зрения закона, именно здесь было совершено преступление, распространение клеветы, и именно здесь их можно привлечь к ответственности по европейским законам. На кону репутация и деньги. Юристы прогнозируют, что в случае проигрыша Ковальчукам придется выплатить от 100 до 250 тысяч норвежских крон компенсации за каждого из 5 истцов. Это удар не только по карману, но и по их статусу жертв, которые они так старательно выстраивали. Фронт третий – Украина. Этот иск носит скорее символический, но не менее важный характер. Обвинения звучали и на украинском телевидении, а значит, и здесь нужно отстаивать свою честь. Но самое интересное в украинском фронте – это позиция местных правоохранительных органов. Национальная полиция Украины действительно возбудила уголовное производство по статье «Торговля людьми», но дело, по всей видимости, заглохло. И здесь возникает главный вопрос – почему? Ведь, по словам самой Анны Ковальчук, украинским консулам в Дубае показывали те самые загадочные видеозаписи с камер наблюдения. Если на этих видео есть хоть малейший намек на преступление, почему украинская полиция не требует экстрадиции мажоров? Почему дело не движется? Ответ может быть только один. На этих записях нет ничего, что подтверждало бы версию Ковальчуков. Скорее всего, консулы увидели ровно то, о чем говорит полиция Дубая, как Мария в одиночку выходит из отеля. И, возможно, тот самый прыжок. Это видео – центральный элемент всей головоломки. Его существование подтверждают обе стороны, но его содержание остается тайной за 7 печатями. Они его не показали, сославшись на возможное травмирующее воздействие. Публике его не покажут никогда по этическим соображениям. Но именно это видео, скрытое от посторонних глаз, стало тем самым неопровержимым доказательством, которое легло в основу официального заключения дубайской полиции и, по сути, предрешило исход дела, по крайней мере, в одной из 3 стран. Но война продолжается, и ее финальный аккорд может прозвучать там, где этого не ожидает никто. За каждой громкой историей, которая будоражит умы миллионов, скрывается не только трагедия, но и холодный, циничный расчет. Дело Марии Ковальчук стало хрестоматийным примером того, как человеческая боль в 21 веке превращается в самую конвертируемую валюту. Ее легко продать, и на нее всегда есть спрос. С первых же дней, как только новость о случившемся просочилась в прессу, вокруг Марии начал выстраиваться образ мученицы.
Ее мать, Анна, умело подогревала интерес публики, делясь душераздирающими подробностями о состоянии дочери и намекая на страшную тайну, которую она пока не может раскрыть. Социальные сети взорвались от сочувствия. Хэштеги с требованием справедливости разлетались по миру. Были объявлены сборы средств на лечение и реабилитацию. Донаты полились рекой. Но когда на сцену вышли большие медиа, игра перешла на новый уровень. Интервью Ксении Собчак, а затем и украинскому блогеру Алексею Суханову превратили семейную драму в настоящее реалити-шоу. Каждый просмотр, каждый лайк, каждый комментарий монетизировался. На волне хайпа посыпались предложения о рекламных контрактах. Это был уже не просто сбор средств на лечение, это был бизнес, жестокий, циничный и невероятно прибыльный бизнес, где товаром стала сама трагедия. Именно в этот момент многие зрители начали задаваться вопросом, какова главная цель всего этого? Установить истину, наказать виновных или все же цифры? Рейтинги, подписчики, деньги? Конфликт между Собчак и Сухановым за право первой ночи, за эксклюзив, лишь подтвердил эти подозрения. Оказалось, что сочувствие и сострадание легко уступают место обиде и гневу, когда речь заходит об упущенной выгоде. Семья Ковальчук, в свою очередь, мастерски играла на чувствах аудитории. Они прекрасно понимали, что в современном мире эмоциональный рассказ жертвы всегда будет иметь больший вес, чем сухие факты из полицейского отчета. Они давили на жалость, обвиняли, плакали на камеру, и это работало. По крайней мере, до тех пор, пока количество нестыковок и откровенной лжи в их показаниях не достигло критической массы. Но даже тогда, когда их версия начала трещать по швам, они не отступили. Вместо того, чтобы признать ошибки и попытаться договориться, они пошли ва-банк, обвинив в коррупции уже не только мажоров, но и всю правоохранительную систему Дубая. Это был отчаянный шаг, рассчитанный на то, чтобы представить себя борцами с системой, Давидом, бросившим вызов Голиафу. Но этот шаг может стоить им слишком дорого. Когда эмоции улягутся, а хайп сойдет на нет, останется только одно — закон. Сухой, безжалостный и беспристрастный. И именно он поставит финальную точку в этой истории. Каковы же и реальные перспективы для всех участников этого дела? Для Марии и Анны Ковальчук все выглядит довольно мрачно. Если иски о клевете будут удовлетворены, им придется выплатить колоссальные суммы компенсаций. Но это лишь верхушка айсберга. Куда страшнее возможные уголовные последствия. В Объединенных Арабских Эмиратах, где было проведено официальное расследование, их могут обвинить в заведомо ложном доносе и клевете на государственные институты. Учитывая строгость местных законов, это может грозить не только огромными штрафами, но и реальным тюремным сроком. И если будет подан запрос на экстрадицию из Норвегии, европейским властям будет очень сложно его проигнорировать, имея на руках официальное заключение дубайской полиции. В самой Норвегии, где сейчас находятся Мария и Анна, им также грозит судебное разбирательство. Местные правоохранительные органы вряд ли станут проводить собственное расследование событий в Дубае. У них нет для этого ни оснований, ни полномочий. Они будут опираться на документы, предоставленные эмиратской стороной, и если вина Ковальчуков в распространении клеветы будет доказана, это может поставить под угрозу их статус беженцев и привести к депортации. Осознав всю серьезность ситуации, Мария, похоже, решила действовать на опережение. Она заявила, что получила исчезающее сообщение с угрозами и вызвала норвежскую полицию. Это классический ход в стиле «лучшая защита – это нападение». Но сработает ли он на этот раз? Вряд ли. Для мажоров же ситуация выглядит куда более оптимистично. У них на руках главный козырь – официальное заключение полиции Дубая об их невиновности. Они смогли перевести конфликт из эмоциональной плоскости в юридическую, где у них гораздо больше шансов на победу. Их цель не месть, а полное и безоговорочное восстановление своей репутации. И, судя по всему, они готовы идти до конца. История Марии Ковальчук – это не просто очередной скандал с участием золотой молодежи и моделей из Инстаграма.
Это зеркало, в котором отразилось все наше современное общество. Общество, где хайп важнее правды, где эмоции ценятся выше фактов, а человеческая трагедия стала самым ходовым товаром на медиарынке. Чего нас учит эта история? Во-первых, тому, что нельзя верить на слово никому, даже если перед вами плачущая девушка в инвалидном кресле. Всегда нужно задавать вопросы, сопоставлять факты и включать критическое мышление. Во-вторых, она показывает, к чему приводит безнаказанность в сети. Ложь, клевета, травля – все это стало нормой. Но дело Ковальчук может стать тем прецедентом, который заставит многих задуматься, прежде чем бросаться голословными обвинениями. В-третьих, это урок для всех, кто пытается монетизировать свою или чужую беду. Рано или поздно за все приходится платить, и цена может оказаться непомерно высокой. Что будет дальше? Суды в 3 странах продолжатся. Будут новые слушания, новые доказательства, новые скандальные подробности. Мы будем следить за развитием событий. Но уж и сейчас можно сказать одно. В этой истории нет победителей, есть только проигравшие. Мария Ковальчук, которая, возможно, действительно пережила страшную личную трагедию, но, запутавшись в собственной лжи, рискует превратиться из пострадавшей в обвиняемую. Ее мать Анна, которая в погоне за справедливостью или хайпом поставила под удар будущее своей дочери. И 5 молодых людей, чьи имена навсегда останутся связаны с этой грязной историей, даже если суд полностью их оправдает. В этом деле каждый оказался заложником своей версии. Но финальную точку может поставить только суд. Или зритель, который досмотрел до конца и сделал свои собственные выводы. Здравствуйте. Меня зовут Артем Попазов, и я хочу еще раз объяснить основные моменты в деле Марии Ковальчук. Потому что обсуждается все, кроме самого главного. Это мое 2-е видеообращение, и я надеюсь, что последнее, поскольку я уверен, что после просмотра вами данного видео у вас больше не останется ни сомнений, ни вопросов касательно дела Марии Ковальчук. Очень хочу попросить вас досмотреть это видео до конца, поскольку очень важная информация и новая информация будет на протяжении всего видео. Сразу хочу сказать, что я буду читать с листка бумаги, поскольку в прошлом моем видео многие люди, вместо того, чтобы воспринимать информацию, которую я пытался до них донести, сделали огромный и ненужный акцент на том, что я читаю текст. Я считаю, что не важно, как я доношу информацию до вас, важна информация. И чуть попозже я объясню, почему я читаю текст. Итак, первое. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось против самой Марии Ковальчук по статье «Попытка самоубийства». В Дубае за попытку самоубийства предусмотрен большой штраф и обязательное лечение в психиатрической больнице. Это очень важно. И при этом Мария и ее мать сами должны были платить за лечение. А это более 14 миллионов рублей в валюте, российских рублей. Все остальные в этом деле проходили только как свидетели. И только для того, чтобы уйти от наказания за попытку самоубийства, Мария Ковальчук и их адвокаты выбрали очень простую стратегию. Все вокруг виноваты. Но почему она получила травму, она не помнит. Где она была 5 часов после ухода из отеля, она не помнит. Что с ней произошло, тоже не помнит. Мать ее не знает. Ее girlfriend, известная актриса жестких многочисленных фильмов для взрослых, Леля Мульт, тоже не знает. Хотя эта знаменитая актриса фильма 18+, в обращении в Ютубе говорит, что была с Марией Ковальчук в больнице около месяца. Итак, никто из них ничего не знает и ничего не помнит. Но в многочисленных интервью обвиняют полицию Дубая, обвиняют прокуратуру и всех вокруг. Все, кто поддерживает эту грязь в многочисленных обсуждениях в соцсетях, должны понять, что все расследования уже давно завершены, дело закрыто окончательно, без права возобновления. Все мои показания и показания других свидетелей тщательно проверены и подтверждены. Мы не нарушали ни одного пункта законов Дубая. Нет нарушения ни одного, не то что уголовного, но даже административного законодательства. И наоборот, полиция, вот тут важно, полиция показала видео самого прыжка с высоты Марии Ковальчук. Это видео полиция показала помощнику консула Украины. Это в интервью украинскому телевидению заявила сама мать Ковальчук. Это видео было показано в присутствии нескольких официальных лиц. И представлен протокол был осмотра места, откуда она прыгала, где есть только ее следы. И больше никаких других следов нет. Итак, все осуждения данного дела это просто хайп и сплетни. Когда мне говорят, а ты докажи, что я должен доказать? Я проходил по делу как свидетель, который видел обвиняемую за 5 часов до прыжка.
Меня опросили всего 3 раза за 4 месяца. Свидетелям ничего не объясняют, где было и как было. Не показывают записи с камер. А иначе, зная, как было на самом деле, все свидетели будут говорить не то, что видели сами, а то, что им рассказали следователи. Это глупо мне задавать вопросы о ходе следствия. Понимаете, я до сих пор не знаю, где она ходила эти 5 часов и что она делала. Кроме того, что ела мороженое, как сказала мать Ковальчук в интервью Собчак. Я даже не знаю, с какой стройки она прыгала. Там рядом с отелем не одна стройка. Мне категорически запретили с кем-либо общаться по этому делу, и особенно с обвиняемой, ее родственниками и друзьями, что я и делал. А все остальные выдумки Ковальчук – это попытка внести неясности в эту ситуацию, чтобы не обсуждали ее попытку самоубийства, обсуждали что угодно другое. И плюс она получила популярность, что для ее заработка очень важно. Перед тем, как мы перейдем к самым интересным вопросам, я хотел бы, как обещал в начале видео, объяснить, почему я читаю текст. Понимаете, я с 1 класса учился в английской школе, и русский изучал только самостоятельно. Также все предметы в школе были, разумеется, на английском языке. Ну и так легче не пропустить какую-либо информацию и донести все правильно, понимаете. Еще один вопрос, который многих интересует, это почему мы не обсуждали все это раньше. Все очень просто, нам это не надо. И только через 4 месяца после интервью Ковальчук Ксении Собчак, когда на всех обрушился поток грязи, мы попытались рассказать, как все было на самом деле. Но я так понял, что легче поверить во вранье дочки, матери и любовницы, чем полиции и прокуратуре Дубая. С этим я поделать ничего не могу. Лечение Марии Ковальчук оплатила, со слов ее матери, полиция Дубая. Почему, я не знаю, но думаю, чтобы не портить имидж страны и сострадание к ее травмам. Но мать и дочь отплатили полиции за это обвинениями в их адрес, и на весь мир заявляли, что полиция Дубая некомпетентна и не вела расследование, как они хотели. Это и есть их благодарность за спасение лечения. Теперь я отвечу на очень важный вопрос. Почему говорят, что Александра Мерцалова была на стройке? Это путаница, которая возникла в первые минуты обнаружения Марии Ковальчук. Этой путаницей воспользовалась ее мать в своих заявлениях, чтобы ввести всех в заблуждение. Вот официальная версия полиции. Слушайте внимательно. Проезжающий мимо стройки таксист увидел девушку в крови, которая просила о помощи. Он вызвал полицию. Полицейские сразу вызвали скорую и обратились к охранникам строящегося здания. Охранники заявили, что пострадавшая неоднократно пыталась проникнуть на стройку. Охранники предупреждали, что на стройку заходить нельзя, и доложили начальству. Но после неоднократных попыток пострадавшая все-таки залезла на стройку, поэтому охранники с фонариками ее там искали и вышли к полиции сами, когда услышали звуки сирены. После того, как скорая увезла раненую в больницу, полицейские зашли в гостиницу, потому что на ней был гостиничный халат, и узнали, что пострадавшая из номера 1808. Это был наш номер. А так как номер при регистрации был записан на паспорт Александры Мерцаловой, то под этим именем в первые минуты и проходила пострадавшая Мария Ковальчук. Этой путаницей воспользовалась мать и дочь Ковальчуки, чтобы всех запутать, и заявляли, что на стройке была не Мария, а Александра. Они еще неоднократно лгали и запутывали всех. Но, естественно, полиция во всем разобралась, и когда меня разбудили около 5 часов утра и провели опрос, полицейские изучили видео с камер наблюдения в отеле, и на стройке у них уже была полная картинка. Картина попытки самоубийства. Кроме того, в медицинском протоколе при поступлении Марии Ковальчук в больницу указано, что пострадавшая была в полном сознании, все понимала и соображала. А нам и следствию, она, ее мать и любовница, говорит, что ничего не помнит. Это потому, что они ничего другого не смогли выдумать. Как объяснить, почему она так поступила и что она делала 5 часов? Ведь все другие версии просто бы проверила полиция. А так просто заявили о потере памяти. И ничего рассказывать не надо. И можно во всем кого угодно обвинять, но при этом говорить меня обижали, но и как меня обижали, я не помню. Вот и все. Я в этом деле не пользовался услугами адвоката. Мне в прокуратуре сказали, что ко мне претензий нет, и адвокат мне не нужен. Мне не за что оправдываться и защищаться. В общем, вся эта история как подтверждение того, что не делай людям добро, не получишь зло. И еще, мы послали Марии и ее матери предсудебное уведомление, чтобы она публично в 7-дневный срок опровергла всю ложь, которую она и ее мать заявили в интервью Собчак и другим. На это пару дней назад ее мать написала, что им терять нечего. Сама Мария пока ничего не ответила, поэтому будем подавать в суд в 3 странах. В Эмиратах по месту событий, в Норвегии, где они дали интервью, и в Украине, где они врали на телевидении. В завершении я хочу показать вам всем справки,
которые были выданы прокуратурой Дубая 9 июля 2025 года, которые подтверждают невиновность всей компании. У меня есть справка на всю компанию и справка лично на меня. Я вам сейчас их покажу. Единственное, что хочу сказать, люди в комментариях пишут, что справки неправильные, потому что дата стоит неправильная. На арабском языке читается справа налево. Поэтому читайте справа налево дату. Спасибо большое, что слушали.